Всем привет, я Макс Дахин, технический директор группы компании Crocs и один из ее основателей. Сегодня по некоторым вашим просьбам будем говорить об антеннах с несколькими разъемами. Звучит просто, но тема на самом деле сложная, поэтому я решил разбить эту тему на два видео. Итак, приступим. Зачем нужны два разъема? Ситуаций может быть несколько. Ситуация номер один. Это двухдиапазонная антенна. То есть в одном корпусе находится просто две антенны. Одна на один диапазон частот, другая на другой диапазон частот. Ситуация вторая. Это антенна с двумя поляризациями. То есть, к примеру, на один разъем поступает сигнал для вертикальной поляризации, на другой сигнал поступает для горизонтальной поляризации. Либо антенна может еще использоваться в X-поляризации. То есть X это когда вот так вот, в таких поляризациях мы работаем. Вертикаль, горизонталь это в таких поляризациях, X это в таких. Вот. И еще бывает ситуация, когда в одной антенне могут располагаться попросту две антенны на одни и те же частоты. Ну, просто так удобно. По какой-то причине разместили две антенны, и поэтому там два разъема. Также бывают ситуации, когда в антенне может быть и три разъема. И тогда антенна работает в трех поляризациях, где плоскости, получается, вот в таком виде расположены. Ну, то есть под углами 120 градусов друг к другу. Вот, звучит все относительно просто. Я вам сейчас покажу некоторые конструкции этих антенн, посмотрите. Ну, давайте начнем вот с антенны такой вот. Это известная антенна, используется для усиления мобильной связи. Вот. Антенна в данном случае работает в одной поляризации, но я ее показываю не просто так, сейчас посмотрите. То есть в данном случае она работает вот в такой вертикальной поляризации, имеет излучение вот сюда, там вот сюда, сюда. И у нее есть ее сестричка. Вот такая антенка. Здесь вот эта часть и вот эта часть, они работают тоже в вертикальной поляризации, но если смотрим вот так, излучает сюда. И здесь есть вот такая конструкция на FR4 ламинате, которая работает уже в горизонтальной поляризации. Вот видите, элементик, элементик, вот элементик. И вот эти элементики уже используют другую поляризацию. Вот они, два разъемчика. Тоже накрепится и позволяет работать в двух поляризациях. Ну, антенн таких много. Сейчас покажу еще. Вот, к примеру, используем производимый нами облучатель. Специально разобрал его. Внутри вот такая конструкция. Тоже два разъемчика. Вертикальная и горизонтальная поляризация. Кстати, хочу сказать, что облучатель для антенны, он является фактически сам антенной, то есть он может работать как антенна сам по себе. В данном случае у него усиление от 8 до 9 дБ на рабочих частотах составляет. А иногда спрашивают и удивляются, что как вот он может сам как антенна работать. Может. И теперь, вот, к примеру, тоже антенна с двумя разъемами, производимая нами. Рабочий диапазон частот 1700-2700 МГц. Она тоже может, в зависимости от поворота крепления, работать так, в такой поляризации, либо тут вертикальная, горизонтальная получается. То есть без проблем, как угодно. И еще я специально разобрал одну антенку интересную. Вот такая конструкция. Собственно, показать, как эти элементы устроены. То есть здесь один элемент используется и для того, чтобы излучать. Вот он запит с этой стороны, работает в этой поляризации горизонтальной. Вот запитка с этой стороны, работает в такой вертикальной поляризации. И вот, если посмотрите, вот разъем, сигнал расходится. И вот так вот он проходит через эти элементы.
для работы вертикальной поляризации. Дальше сигнал проходит сюда, запитывает этот элемент, их излучение складывается, как я показывал в определенном видео, и образует более узкую диаграмму направленности, нежели каждый отдельный элемент. И вот еще у нас тут разъем, также делится сигнал. Здесь фазосдвигающая цепь поворачивает фазу на 180 градусов. И записывается элемент отсюда, элемент отсюда. И вот я взял такое чудо китайского антенностроения. Ну, это, конечно, вот откровенный фейк. Вот, смотрите, здесь заявлена горизонтальная поляризация, вертикальная поляризация. Но китайцы, не хочу сказать, что все, но немножко жульничают. И вот видите, какая массивная конструкция. Просто огромная, и внутри все довольно жалко. На самом деле никаких двух поляризациях речи не идет. Обычные широкополосные антенны. Вот. И обе работают в вертикальной поляризации. И вот такая конструкция из жесткого и полужесткого коаксиального кабеля, который это все запитывает. Ну, в общем, печаль. И разочарование. Я специально купил, думал, может быть, я чего-то в антеннах не понимаю, чтобы исследовать, что там нового придумали. Ну вот, постигло меня разочарование. Чудес не бывает. Еще есть вот такая антенка. Это антенна на диапазон 400 МГц. Также две поляризации. Вот такой конструктив внутри. Вот так вот это выглядит. Запиточка. И здесь вот этот излучающий элемент используется два раза. Вот так поляризация, вот так поляризация. Но она также может быть повернута и в X-поляризации. Вот кратенько все. А в следующем видео я расскажу об основных параметрах. И, собственно, как это работает и чего хотите и ждать от этих антенн. Всем спасибо, ставьте лайки, подписывайтесь. Всего хорошего.